Приветствую, это шоу Красного Циника. Мы ищем чушь и ахинею там, где они есть, и там, где, по общему мнению, их быть не может. Пора, наверное, коснуться еще одного культового персонажа 80-х – Змея Плискина. История этого харизматичного антигероя началась в 1981 году с фильма «Человека-парохода» Джона Карпентера «Побег из Нью-Йорка». Рассказывает он о том, как президент США, спасаясь из падающего самолета, оказывается на острове-тюрьме, где рулят зэки. Спасательная экспедиция на 6 вертолетах ничего не дает, поэтому вызволять первое лицо государства отправляют вообще одного человека – Змея Плискина, в прошлом героя, а ныне преступника. Картина сразу приобрела культовый статус у них и пользовалась неизменным успехом в видеосалонах начала 90-х у нас. Яркий герой, необычные декорации, толпы фриков, пафосные диалоги, упоротые персонажи. У схожего по духу Безумного Макса появился достойный конкурент и коллега. Но воспринимается ли он точно так же? Не совсем. Если Макс предлагал нам гротеск, в котором драма соседствует с абсурдом, а атмосферность с отсутствием ясности, то «Побег» — это, в общем-то, довольно внятное, пусть и бредовое произведение, обладающее качествами, коим и сейчас не мешало бы кое-кому поучиться. Речь, разумеется, о полунамеках, второстепенных фразах, акцентах, которые вроде ничего конкретного и не говорят, но тем не менее дают вполне ясное представление о мире, где разворачиваются события, и мотивах, которыми руководствуются персонажи. Да-да, если кто не понял, это камень в огород тех, кто на такое не способен. Вы не поверите, но несмотря на подробное разжевывание моей позиции, скажем, в «Звездном десанте», мне до сих пор шлют сообщения о том, что я ничего не понимаю. Мол, сатира там жирно капает с экрана. Метеорит людишки скинули сами на себя. Да и вообще они фашисты. Ну просто потому, что фашисты. И плевать, что сатира этой нет нигде, кроме интервью Верховена, где тот сам себя хвалит, какой он, мол, разоблачительный и сатирительный. А теперь возьмем Карпентера с его «Побегом». Что мы узнаем в первые 10 минут фильма, причем без ухода в километровые объяснения о необходимости которых брызжут слюной фанаты Верховена. Да прорву всего. Так США находится в состоянии войны с Советским Союзом и Китаем. До обмена ядерными ударами дело пока не дошло, но движется к этому. Причем военные действия на чужих территориях уже ведутся, по крайней мере скрытные. А Плискин как раз и является героем двух таких операций – в Ленинграде и где-то в Сибири. Сам президент тоже явно где-то воевал, поскольку умеет обращаться с оружием. Дело доходит даже до терактов. Например, самолет президента был раздолбан именно под лозунги о правах трудящихся. Но если вы расцените это как однозначный наезд на коммунизм, то также ошибетесь. Потому что с правами рабочих в Новой Америке действительно голяк. Сам Змей то и дело отпускает реплики, по которым понятно, как государство относится к людям. Ну и его собственный опыт. Герои войны просто так преступниками не становятся и банки грабить не начинают. О том же говорит и развязка фильма, в которой свой окончательный выбор Снейк делает, исходя из поведения Эль Президента. И, казалось бы, из-за Плискина все должно пойти медным тазом, поскольку нам целый фильм толдычили, что мир во всем мире зависит от кассеты в чемоданчике, блуждавшей по зоне вместе с президентом. Но и тут не все так просто, ибо краткое проигрывание записи ясно дает понять, что она, наоборот, развяжет руки тем, кого до сих пор сдерживал страх глобального уничтожения. Открытие третье – 1 миллиардная биологической опасности. И иными словами, мы получаем довольно четкую картину вселенной Побега и заодно объяснение такому поведению главного героя. Вот как надо создавать основу и для притчи, и для сатиры, и для тройного дна. Но нет, кто-то считает, что достаточно обрядить героев типа нацистскую форму, и они тут же автоматом превратятся в нацистов. Что тут скажешь? Жрите и дальше ложками.
Что еще хорошего в «Побеге»? Ну, разумеется, культовая музыка, спецэффекты и графен, которые и по сегодняшним меркам смотрятся довольно прилично. А еще шикарная жена Карпентера. Нет, ну как такое может не понравиться? Охренеть! Ну и, конечно же, сам Снейк в исполнении Курта Рассела, которого хоть тресни уже никому не переиграть. Правда, на этом плюсы у фильма заканчиваются, а вместо них нас ждут тупость, фрики, бред, клоунада, сюр и абсолютная неубедительность локального мирка, где разворачиваются события. Начнем с того, что под тюрьму переделано не абы что, а целый остров Манхэттен. Обратно выхода нет. С одной стороны, Карпентера можно понять. Разгул уличной преступности в США 70-х достиг чудовищных размеров. Причем Нью-Йорк как раз и был одной из наиболее криминогенных точек. Число уличных банд, находящихся в состоянии постоянной войны, переваливало за 100. Убийства, грабежи, изнасилования стали нормой жизни. Городское метро вообще было адским адом. В конце концов, полиции удалось навести порядок, но последствия бандитского беспредела глубоко вошли в историю и культуру США. Самый яркий пример – фильм «Войны» 79 года. Да и тот же «Робокоп», в общем-то, про это. А потому сказать, что данный вопрос волновал и Карпентера, значит не сказать ничего. Например, тому же посвящен и другой его культовый фильм «Нападение на 13-й участок», который еще более жуток от того, что непонятно, сколько на самом деле в нем правды. Поэтому не мудрено, что Карпентер, взяв за основу самый худший прогноз, решил поставить на Нью-Йорке крест. Однако на самом деле подобный вариант развития событий кажется довольно наивным. Вы действительно верите, что самое козырное место экономической столицы США отдали бы зэкам? Да скорее бы ввели режим ЧС и без суда и следствия расстреливали бы каждого, у кого хотя бы трусы окрашены в что-то похожее на цвета банды. А в ситуации ведущейся войны это было бы сделано еще и в 50 раз быстрее. Суд свершился. Следующий прокол еще наркоманистей. Внимание! На островке... Только заключенные, которые живут в своем мире. Охраны нет, снабжения нет, все коммунальные системы обрублены, анархия и беспредел. Но при этом вы не поверите, у них есть электричество, которое они пускают на питание уличных фонарей. И это не сценарное упущение, а прямой замысел автора. На некоторых улицах работают фонари. Надо сказать, что весь этот отрывок следует слушать в оригинале, ибо там подробно изложена большая часть того, на чем Карпентер основывает свой мирок, а нормального перевода нет. Например, нам говорят, что зэки перешли на пар, что у них есть теплицы, а еще источники топлива и, да, электричество. И все это, разумеется, не имеет ни малейшего смысла. Тюряга действует уже 9 лет. Туда свозят всю шваль со всей страны пачками. Вы хотите сказать, что долбаных капусты со шпинатиком хватило бы, чтобы прокормить всю эту ораву? Нет, один раз нам типа дают понять, что еды не хватает. Через шизофреничных людоедов из метро. Да только никто в этом сферичном городке не то что голодающим, хотя бы недоедающим не выглядит. Вы правда думаете, что склады с оставшейся горючкой за 9 лет не растащили бы до кирпичей? Вы действительно хотите заставить нас поверить, что фонари могут там по ночам гореть впустую? Откуда энергия? Ни о каком нелегальном подключении не может быть и речи. Самодельным генераторам нужно питание. О размерах необходимого парогенератора можно только фантазировать, строить его некому и нищего. Остается только горючка, видимо, слитая из чьего-то унитаза. Но в сложившихся обстоятельствах она должна быть дороже золота, за транжирение которого положен расстрел. А значит, никакого уличного освещения тут в принципе быть не может. Особенно в местах, где нет никого, кроме отбросов. А лампочки взамен перегревших они тоже с мифических складов таскают. Далее про типа общества.
Напомню, что перед нами типа тюрячка без охраны и снабжения. То есть сборище отморозков, постоянно подпитываемое извне. Учитывая же, что основой этого городка являются банды, с которыми не могли справиться власти, вся его территория должна быть поделена на зоны со строгой криминальной иерархией, основанной на воровских законах и праве сильного. Ни о каких правах человека, естественно, и речи быть не может. Относительно неплохо тут будут жить только главари и их солдаты. Остальные же находятся в положении шестерок возле парашников и рабов. Причем горше всех доля будет у женщин, которых на этот чудесный островок внезапно скидывают вместе с мужиками. Сексуальное рабство. Чтобы там не фантазировали Миллер и Родригес, а также Анита Саркисян, реальность гораздо страшнее. Где все это в побеге? А нигде. Никакими зонами тут не пахнет. Бандами, в общем-то, тоже. Несмотря на... Я в банде отморозков. Нет, здесь есть дурацкие людоеды, шизоидные клоуны, устраивающие засады на дорогах, по которым никто не ездит, кучка гашеных придурков в подвале и, самое главное, некий герцог с помощником, панкообразным чучелом гейских наклонностей и свора их фан-поддержки. Однако ничего из того, что они, по идее, должны делать, странные уркаганы почему-то не делают. Герцог даже на африканского диктатора не тянет. Его, ближайшее окружение не боится. Так или иначе, все эти фрики вкупе являются ничем иным, как тупо декорацией, поскольку город в целом как бы живет своей обычной жизнью, только более грязной и раздолбанной. Тут есть бомжи, театральные развлечения, по улицам спокойно бродят красивые тёлки, и никто при этом не то что за жизнь свою не трясется, какого-либо страха вообще не испытывает, даже когда вокруг дебильные людоеды. Иными словами, все попахивает фарсом и пародией, которые усугубляет отжиги самого Плискина. Кем наш герой по раскладу является? Да, крутым воякой, специализирующимся на скрытных операциях. К слову сказать, именно с него Хидео Кодзима сплагиатил своих снейков в Metal Gear Solid. Да только несмотря на любовь к кислотному бреду, сделал он это так, что уделал оригинал. Начинает Плискин с ненужного риска, гоняет по узким улочкам между зданиями на высокоскоростном глайдере. Но это чтобы мы совсем прониклись крутизной героя. Он не только одет в крутое шматью, круто цедит слова сквозь зубы и круто скается, но и круто летает. Можно было бы предположить, что так гасится скорость для приземления. Но нет, на крышу Снейк заруливает под 30-градусным углом. А я спец. Выйдя из лифта, который непонятно что питает, супероперативник, не озаботившись даже бегло осмотреть помещение, поворачивается спиной к проходу и начинает в полный голос базарить со штабом. А я спец. А в это время вокруг бегают фрики. Ага. А я спец. Как хорошо, что у этого никаких последствий не будет. Ой, долго чуть ждали, но ой. Выйдя наружу, змеи нагло шествуют по улицам в полный рост с пушкой наперевес, на которую зачем-то накручен глушитель. И не просто глушитель, а глушитель с оптическим прицелом. Это ничего, что прицельная стрельба из такого пистолета-пулемета даже на 20 метрах маловероятна, зато смотрится круто и стелсово. А я спец. Но самое главное в том, что огнестрела на зоне ни у кого больше нет, а значит то, чем светит Плискин, дороже даже не золота, а бриллиантов с жемчугами. А я спец. Но всем на него, разумеется, пофигу. Далее Снейк продолжает демонстрировать свою нереальную профессиональность, также в полный рост заваливая в гнездо разврата и порока. Тут-то мы в первый раз и узнаем, что он некто вроде национальной знаменитости, которую здесь каждая собака знает. Я думал, ты погиб. Что тут сказать, плюс 1000 очков ему к скрытности. Итак, сигнальный браслет оказался в руках местных любителей БДСМ. Президента и след простыл. Что надо делать? Особенно, когда добрые тюремщики вкололи тебе бомбочки послушаний и таймер всучили.
Но, конечно же, не спеша бродить по улицам и округе, чтобы потом еще и сесть на стульчик посидеть. Да-да, на самом видном и горячем месте. А я спец. Действительно, ну зачем искать свидетелей, опрашивать людей вокруг? Случайный NPC с головой таксиста сам все расскажет. Держись, змей. И такое тут все. Вот вылезают уроды из канализации, но змея в упор не видят, несмотря на его, чудо-профессионализм. А я спец. А через 3 минуты прут уже толпой, ибо это, оказывается, людоеды, которые... Конец месяца, вышли за едой. Самое смешное, даже тёлку эту наш профи не видит. А значит, будь на ее месте кто-то покрепче и сбитый, фильм бы тут же закончился. А я спец. Когда же дело наконец-таки доходит до стелса, то, честное слово, лучше бы здесь были коробки из-под телевизора. Незаметная беготня по крыше вагона в полный рост и в 2 метрах от толпы бандюганов — это, видимо, стелс и есть. Ну и зайдя через верх, выйти надо, само собой, через дверь. А я спец. Тут мы в первый раз видим крутую татуху Снейка. Кто это чудовищное уродство ему набивал и почему оно обязательно должно выглядеть как змея, вылезающая из штанов, остается за кадром. А как насчет штанинных змей? Далее следует эпичный поединок на ринге, после которого про змея все дружно забывают, и он сбегает восвояси. А в самом конце нас ждут очередной рояль в кустах, эпичные гонки по заминированному мосту с невидимыми минами под асфальтом, разрезающими машину как пилой ровно напополам, ну и гибель добрышей. Одна просто тупая, вторая же пипец идиотичная. Тёлка была выдана в качестве трофея за заслуги перед братвой, а теперь вон она какая любовь. Сам герцог внезапно передумывает быть главарем и теперь все делает самостоятельно. Его свита куда-то пропадает, и он катит за героями в одиночку. Про дурацкие люстры в качестве автомобильных украшений я вообще говорить не буду. Короче, плохиш гибнет, президент спасен, все счастливы. Ну, или почти. Остаются глупости технического плана. Во-первых, бомбочки с растворяющейся оболочкой, вколотые змею, но работающие как часы, явно попахивают бредом. Во-вторых, дурацкая кассета с мегасекретом, на которую завязано произведение. И непонятно в принципе, что мешало записать еще одно такое же. Объяснения, данные в фильме, похожи скорее на глупые отмазки, оправдывающие очевидную бессмыслицу. Это не подарок инопланетной расы в единичном экземпляре. Исследования, легшие в основу записей, делали люди, которые могут напечатать еще миллиард таких же кассет. Далее, непонятно, почему Карпентер не выдумал какое-то новое вещество, а использовал тритий, который применялся еще на заре атомного оружия. Большей убедительности картине это явно не придает. Ну и, наконец, выбор, который сделал Плискин. Да, президент кажется полным чмом. Змей ему о погибших, а тут родина их не забудет, сынок. А вообще иди нахрен, у меня сейчас выступление. Но с другой стороны, это же человек с миллионом задач в голове, от которого зависит судьба страны и мира. Война идет, ну как еще он может себя вести? Вот и получается, что мастерски оперируя полунамеками, Карпентер не сумел логично встроить их в единое полотно и угробил повествование противоречиями, неясностями и откровенным галлюциногенным бредом, из которых состоит большая часть картины. По прошествии долгих лет вообще можно сказать, что фильм вышел удивительно вовремя. Появись он сегодня, его бы дружно заплевали. Но в то время дикий коктейль из антиутопии, метаний по Манхэттену, потасовок со всеми подряд и ежесекундной демонстрации крутизны был в огромном дефиците. Сейчас же вы рискуете заснуть или бросить просмотр на середине. Картине сильно не хватает действия и скорости. Все вокруг чудовищно уныло. И город, и фрики, и их дебильные развлечения. А посему современному зрителю в «Побеге» ловить особо-то и нечего. Но кроме руководства для написания полунамеков и сочащегося тестостероном Плискина. Зови меня Змей. Хорошо.
Плискин. Это все на сегодня. С вами был Красный Циник. Смотрите хорошие фильмы. Ну и о книгах не забывайте. Например, о хорошей фантастике. А еще при желании рассмотрите возможность поддержать шоу через Patreon.